Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что если подключим интуицию, просчитаем какие-то свои ходы, может быть, по тому или иному вопросу на пару шагов вперед, или, в чем-то видео нам будет полезно, или какой-то мы инсайт с вами получим, или проведем приятно с вами время, пообщаемся. Итак, разложим карты. И первая карта, что важно знать на неделю для вас, тельцы. Семья, уют, покой, где-то, карта счастья вообще-то, есть тот момент, когда мы собой довольны, или та обстановка, которая нас окружает, нас радует. Есть, может быть, еще и по этой карте то, что будет сопряжено и с материальным успехом. Здесь ведь есть какой-то баланс, есть итог. Вот какой-то итог вы подводите и остаетесь собой, в принципе, довольны. Благополучная карта, безусловно, больше касается вашей личности или личной жизни. И значит, есть что-то хорошее, доброе, светлое на этой неделе, что-то у нас получается. Или какой-то вопрос, может быть, вы осуществите, какая-то обстановка прояснится, может быть, в вашей семье. Или документ вы какой-то получите. Есть что-то для вас, мои дорогие тельцы, определенно с хорошим таким плюсом. Так, это что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Давайте узнаем. Известие или предложение, или, может быть, знаете, как информация какая-то, и мы не можем ее оставить на потом. Мы с ней должны провзаимодействовать. Как минимум, может быть, позвонить кому-то, а может быть и куда-то отправиться. Хотя по этой карте еще есть такое, как движение. Да? Это может быть ваша поездка, когда вам куда-то нужно будет срочно собираться, отправляться, или к вам кто-то приедет, или приехал. Вот есть перемещение. Итак, подведем итог. Информация, быстрота или скорость и передвижение. И здесь плюс-минус, либо это будет касаться вас, либо людей, которые вам близки или с которыми вы, может быть, просто взаимодействуете. Что-то мы не можем оставить на потом. Вот будьте внимательны. Видимо, что-то значимое, то, что в последующем для нас каким-то образом может проиграться. Чего-то мы не должны упустить, мои дорогие тельцы. Давайте мы спросим, чему сейчас не время? Не время, восьмерка кубков, разрывать отношения, уходить из отношений или выходить, да. Не время уходить с работы, кстати. Не делать каких-то резких телодвижений, не закрывать как-то быстро какую-то историю, или мы говорим дверь в прошлое. Как ни странно, хотя у нас идет период ретроградности, он сопоставим с двойной как будто ретроградностью. Даже более того, у нас еще и Нептун будет до 11 ноября, тоже в ретроградности. Но основные две планеты — это Уран, который в вашем знаке, и Юпитер. И это одновременно как та история, которая, может быть, тянется уже где-то с января месяца, и вам может захотеться, кстати, в чем-то поставить точку, словно разрубить какой-то Гордиев узел. Может, мои дорогие тельцы, а карта нам говорит: нет, не торопись, и прими какую-то реальность. Может быть, какая-то обстановка не развилась до той степени, и вы еще пока не видите какой-то конечный результат. Можно досадовать, что-то может пойти не так, или прежде скорее уже пошло что-то не так. Но как будто, знаете, вот заключительный аккорд или какой-то вердикт, чему сейчас не время, мы точно не выносим. Или не пытаемся на этой неделе соединить какие-то противоположности, или с чем-то все же, или с кем-то, кстати, окончательно разобраться. Вот этому почему-то не время. Дайте себе отдых, порадуйте себя с учетом десятки кубков, позвольте себе что-то приятное, взаимодействуйте с теми новостями, событиями, людьми, которые к вам приходят в жизнь. Дайте себе покой, дайте ситуации развиться до какого-то еще последующего этапа. Тогда, скорее всего, какая-то картина для вас будет более ясна и понятна. Так тоже бывает. Иногда мы куда-то торопимся, и все у нас не получается что-то продвинуть. Потом, в конце концов, иногда махнем рукой и говорим: ай, да ладно, как есть, так и есть. А оно как-то само по себе все и определилось. Вот иногда так бывает. И на этой неделе, кстати, что-то подобное может быть.
Давайте мы тогда узнаем с вами, что нам будет помогать, мои дорогие тельцы, на неделе. Хладнокровие, выдержка, правда, видимо, где-то как быстро собраться куда-то отправиться или быстро принять какое-то решение, может быть. Или это, если мы говорим по рыцарю жезлов, может быть, к вам кто-то приезжает, да, значит, какое-то взаимодействие будет. У кого-то это на работе может проиграться, это уже в неожиданностях, как, например, ну, как проверяющий, может быть, и так, да, и тогда нам где-то будет помогать рационализм, хладнокровие. Хотя это ведь прообраз Юдифи, и Юдифи, она все-таки от чего-то отказалась. Вполне вероятно, нам будет помогать, если мы для себя какую-то политику, условно, да, внутреннюю организацию упорядочим, поймем, что мы хотим на самом деле, но пока мы об этом не говорим. Мы словно готовим какую-то почву, и будет очень важным наблюдать, что происходит вокруг вас. Вот если мы сказали, вердикта мы не выносим, но ни розовых очков не одеваем, ни какой-то глубокой философии, мои дорогие тельцы. Вам будет важно уметь видеть по факту и анализировать, вот, кстати, анализировать ту обстановку, что говорят люди, и пытаться, может быть, либо интуитивно, либо просчитать материально, у кого-то и так может быть, что к чему ведут, может быть, отношения, или к чему идет та или иная обстановка на работе, чем это в конечном итоге может закончиться. Вот такая прозорливость, работа интеллекта и интуиции, все вместе для вас будет в помощь. Но, опять же, пока еще мы не говорим какие-то свои конечные решения, но готовы как будто должны быть к любому повороту событий, мои дорогие тельцы, вот как будто так. И нам это будет тогда помогать. Ведь по королеве мечей она достаточно, кстати, холодная карта, да и сама, словно бледная, изображена нам королева, нет никаких эмоций, и это нам тоже помогает. Нам эмоции будут мешать, как будто, хотя у нас впереди десятка кубков. Немножко на своей волне. Самое главное, наверное, мои дорогие тельцы, оттолкнуться от того, что для меня сейчас хорошо. Вот как-то карты разворачивают на этой неделе к вам самим, чтобы телец сам себя порадовал, чтобы вы что-то для себя, может быть, как поддержку или что-то сделали хорошее. Хотя у кого-то десятка кубков может ведь проиграться, когда, кстати, вы дома что-то улучшаете, делаете жилище более комфортным. И тогда с учетом королевы мечей вы можете даже специалиста, кстати, пригласить для того, чтобы, ну, вот какую-то реструктуризацию, если вы, ну, что-то там глобальное задумали, для того, чтобы вам дали какой-то ценный совет, и тогда вам это будет помогать. Если мы говорим про специалистов, тут действительно у кого-то может совпасть еще, я должен узнать или должна узнать, как это будет правильно сделать по закону. И мы можем обратиться к юристам или к людям знающим, или, ну, может быть, и кому-то из чиновников тоже, да, если мы хотим что-то оформить, с чем-то будем как будто разбираться, но, опять же, без эмоций. Давайте мы узнаем, что от меня скрыто. Вот что скрыто от вас, мои дорогие тельцы. Вот такой вопрос. А правда, тут пока скрыто не то, что кто-то нарочито скрывает, это старший аркан. Когда старший аркан, это обстановка сама по себе мутно непонятная, какая-то, знаете как, не то пелена, не то сумерки. И пока непонятно, в какую сторону разовьется как ситуация, те или иные события, или какое решение примет человек, или вообще куда идут наши отношения. У кого-то ведь и личная жизнь может стоять на повестке дня, или непонятно, как мне поступить дальше, как мне вообще выстроить в какую-то логическую цепочку последовательность событий, хотя бы на пару шагов вперед, тоже будет непонятно. Вот поэтому, наверное, нам карты говорят, что ты должен все контролировать и быть готовым к любому развороту событий, потому что по карте Луна в любой момент что-то может измениться, и нам придется подстраиваться, мои дорогие тельцы, нам придется удерживать какие-то свои позиции, хотя у кого-то эта карта Луна может как раз проиграться с десяткой кубков, и это вот в плане обустройства дома, когда мы что-то так с любовью делаем более комфортным, более уютным свое жилье, или вопросы,
связанные с вашей семьей, да, с вашими любимыми людьми, когда где-то нега, где-то расслабленность, где-то отдых и приятное общение в сочетании с десяткой кубков для кого-то будет тоже означать, что ну вот не торопись. Вот эту неделю как-то проведи спокойно, со временем выглянет солнце, что-то встанет на свои места, может быть, информация нужная придет или решение какое-то само по себе тоже придет. Поэтому раз обстановка, обстоятельства на вас сейчас так влияют, что сколько себя не педалируй, не тормоши, не ускоришь ничего, не прояснишь пока на этой неделе. Да и расставить какие-то приоритеты будет все-таки сложно. Информацию хорошо искать, наблюдать тоже, но как будто все остальное нет. Вот для самих себя, мои дорогие тельцы, проведите эту неделю. Дела, работа, бизнес, тем не менее, давайте посмотрим энергии, как видят карты. У кого-то вопросы, правда, вашей семьи или, может быть, о ваши отношения, если они не оформлены, вопросы о том, что о свадьбе, например, хотя напрямую не говорят, но если вы вместе проживаете, вы можете обсуждать вопросы изменения вашего статуса, перевести как отношения в другое какое-то русло. Или вы можете еще какую-то вашу семейную историю, ну, может быть, это будет как смена места жительства или возможная какая-то поездка, или приезд к вам родственников. Где-то вы будете решать вопросы семьи, или для кого-то из вас король кубков. Тут ведь две сферы проигрываются: отношения, и чаще это вот именно личная жизнь, и второй момент — материальные вопросы. И вот как будто у вас будут эти две сферы в приоритете. Но сказать, что вы куда-то торопитесь, нет. Здесь все идет каким-то своим чередом. Вот себя и не подгоняйте, мои дорогие тельцы. Что у нас по финансам? Давайте мы узнаем. Для тельцов на неделю. Пятерка жезлов, информационный хаос. Пока есть какая-то неразбериха, и значит, самое главное, не потратить деньги туда, куда не надо. Или не дать себя уговорить на какую-то ненужную покупку. Или нас могут склонять к чему-то, а карта нам говорит: будь сторонним наблюдателем. Если такая карта выпадает на финансы, я бы не сказала, что нас тут ожидают крупные доходы или то, что мы ну, тратим как будто деньги тоже на что-то такое объемное, да, или как-то поддаемся соблазну, чтобы нас кто-то уговорил. Все же быть с деньгами настороже, потому что ну, в любой момент у нас еще карта Луна, обстоятельствами могут измениться, а нам карта Королева мечей говорит, что ты должен все контролировать, телец. Вот, наверное, с деньгами будьте аккуратнее. Что у нас будет по личной жизни, мои дорогие тельцы, как видят? Что хорошего? Не совсем про личную жизнь, и у кого-то вопросы денег, хотя на личную жизнь нам десятка кубков выпала, и как раз нас даже, да, будем говорить, сразу весь расклад пошел в ключе того, что уделить себе внимание или своим близким. А королева жезлов больше — это дела, работа, бизнес, какие-то документы, ну, кстати, и деньги тоже. У кого-то может проиграться из вас, может быть, человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, и у вас будет контакт с таким человеком. Или это асцендент человек имеет. Может быть, это кто-то из ваших знакомых, близких. И тогда что нам говорит карта? Все-таки есть такое значение по королеве жезлов, что мы никогда не узнаем, что думает человек. Человек обладает определенным магнетизмом, и с ним хочется всегда дружить, говорить, он к себе располагает. Но он умеет хранить тайны, секреты, как свои, так и чужие. Чужие — это, конечно, хорошо. Но вот если мы говорим про какую-то искренность в отношении нас, я не могу сказать, что этот человек будет искренен. И значит, если вы рядом, у нас пятерка жезлов, и если каким-то образом, может быть, кому-то из вас это важно услышать, материальный какой-то вопрос, или финансовое какое-то дело, или взаимодействие, вот с таким человеком проигрывается, то он немножко на своей волне. И тогда нам карта, вот, кстати, быть сторонним наблюдателем на финансы как раз и говорит: не потрать деньги туда, куда не надо. Или не дай себя на что-то уговорить. Ты пока не видишь какой-то правды, ты пока не видишь, может быть, обстановки целиком. Поэтому не форсируй ничто. Больше сохраняй, больше отдыхай, занимайся тем, что нравится. Ну вот какая-то такая неделя. Видимо, правда,
пройдет какое-то время, выглянет солнце и на место Луны, и каких-то неопределенностей придет больше какой-то ясности и понимания. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.